Número, tudo de blanco. Я выглянул в окно и ничего не увидел. Тут выше было так, как на лице у Питера. Федералы на хвостах меня штраф вымотал. Я парировал расклад, но не сдал дилера. Снег застрял в бороде, в магазине очередь по забору. Фэткэп, вот такие почести. Трудный стих, блять, тебя заблочили. Мозговой штурм отнюдь не расплюшить в очи. Эй, легалка, тебя бы легавым, ведь стада немало, порвать бы ебало им всем. Что посеял, то сел, коль успех беспредел. Ты доплыл прям в отдел, угорел. Минимализация вкратце о зимних приступах ситуации в карцере. Минская рябка, кожура и спонсоры. Как не жаль на санкции, мы вылезем с канализации. Я подошел по фэншую к стене, прыснул в бок аэрозолем, жуткой плюнул в твой тег. Нелепо летела черная капля, крашена на только что постиранный кед. Кидая носом, плюнул пультуре по вулкан Везувий. Гасил с позаранку везунчик, отведай трезу. Ведь всем, кто по блату в игру влез, затрет шумы, имя Бельзевул. Мой дизреспект и one love тем, кто сквозь терник звуку. Когда я третьей шутки, хуй пойми где. Это и на дне урны в понедельник, но на коне летит белое полотенце. Уже все таки побатыл жест, но на коне, наконец-то. Мой рэп фэт и стал душевно богат. Твой анорексичка, пешка не ферзь, посетил за Косаревич Братхат. Когда костер разгорелся, закончилась в Минске зима. Артемин МС, горящий жираф. Всем привет! Сегодня хотел бы поговорить, что же произошло на площадке, когда я занимался. Я считаю, что это очень важная тема, которая требует какого-то решения, потому что если в будущем ничего не делать, то, я думаю, будет очень плохо для слоев населения, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Итак, я сам с Беларуси, с города Солигорска. У нас все воркаут-площадки построены на территории школ. Изначально, как я вообще знаю, все стадионы, то есть все воркаут-площадки были построены на стадионах для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни, чтобы максимально привлекать детей, чтобы они не попадали в неприятные ситуации в будущем, в жизни, не связывали себя с алкоголем, наркотиками и так далее. И все эти же площадки должны были открыты быть для всех слоев населения. То есть, например, родители вечером могли с ребенком выйти погулять на стадионе, там, поиграть в футбол, баскетбол, потренироваться, позаниматься воркаутом. Но что стало происходить еще зимой? На одной из школ сделали реконструкцию стадиона, положили на воркаут-площадке крошку и просто его закрыли. То есть туда не попасть. Мне эта воркаут-площадка сама по себе по расположению не сильно нравилась. И я туда, не ходил, не занимался этим вопросом, но потом решил сходить. Встретил на вахте охранника в школе и говорю: вот я хочу у вас позаниматься спортом. Нельзя. Я говорю: как нельзя? Нельзя. Я говорю: а что если я сейчас пойду заниматься? Я вызову милицию. Но я вот пытался с человеком выстроить диалог, у меня не получилось. Я написал, так скажем, на сайт нашего города, Солигорска, который такой довольно-таки влиятельный, у него порядка вроде 50-60 тысяч подписчиков. Они обратили на это внимание, сходили в эту школу. В итоге, как я понял, может быть, это не совсем достоверная информация, но стадион открыли до 8. Но я начал заниматься, и ко мне подошел директор и стал говорить: разрешение на видеосъемку. Я снимал просто свои подтягивания. Вот скажите на секунду, я что-то плохого делал, что я просто снимаю свои подтягивания? По мне, это вообще для директора должен быть хороший пример, что вот человек пришел, занимается, снимает. Вот дети вышли на физкультуру, там неважно куда, они видят, что дядька занимается, какой-то пример. Я думаю, это нормально, это приятно должно быть. С ней мы, в общем, пообщались, она разрешила заниматься, за что ей большое спасибо, за то, что она мне разрешила заниматься. Но стадион она закрывает, а летом туда вообще не попасть. Вот понимаете, летом вы ни в футбол не поиграете, ничего, просто режимный объект.
Я спросил, почему, на что она мне ответила. Вот площадка была открыта, и как-то каких-то там 2 типка побухали и разбили бутылки, и типа пришлось уборщику убирать, вандалы и все такое. Но я так и сказал, почему из-за 2 идиотов должно страдать, ну, остальное население? Вот из-за 2 человек 1000. Вот 1000 хочет заниматься, вы закрыли. На что она мне сказала: занимайтесь на тропе здоровья. Ну, кто с моего города знает, что такое тропа здоровья, кто нет, это место, где тоже построена одна воркаут-площадка. И я ей говорю, как воркаут одна площадка может разгрузить 100 тысяч населения, если вы закроете все стадионы. Вот если сейчас все стадионы реконструируют, а на это выделяются деньги, вы все позакрываете. Где людям заниматься? Вообще ничего нет. То есть какой-то парадокс получается. То есть у нас в стране сказали спорт для всех, ну типа занимайтесь все, пожалуйста. Но в то же время некоторые люди, я не говорю про всех, берут и это ограничивают. То есть заниматься запрещено. Ну, в итоге до 8 она открыла этот стадион, я что-то там подзабил, ну, думаю, ну и ладно, все равно я там не сильно занимаюсь. Но все равно я думал, я пойду в отдел образования, этот вопрос я как-то буду решать. Что произошло потом? Тренировался я уже на своем, так скажем, родном стадионе, где тренируюсь всегда. Была продленка у детей, подбежали ко мне дети и стали типа кричать: блогер, блогер, типа... Ну и хотели, ну, на камеру бегали, ну сами понимаете, дети. Ну, ко мне подошли учителя, начали говорить: незаконная съемка, вот это вот. Я говорю, школа — общественное место, типа, я могу снимать не в целях коммерческих, то есть, ну, насколько я почитал закон, я не могу снять чужих людей и использовать их в коммерческих целях. Ну и это надо еще доказать. Если же я просто занимаюсь, снимаю свои подтягивания, отжимания, и они мне просто попали в кадр, ведь согласитесь, вы тоже где-то идете в магазине, там ведут репортаж, вы попали в кадр. Ну, это ж не моя вина. Ну, мы с ними, честно, культурно поговорили, с этими учителями. Я это не внес в видео, которое снимал, детей убрал, ну, сказал, да, без проблем. Они мне объяснили, что многие родители типа вот против, что дети попадают в кадр, хоть я их, ну, не специально снимал. Я сам являюсь родителем, у меня есть дочь. Я как бы, ну, понимаю, что я бы тоже не хотел, чтобы мою дочку кто-то снимал, наверное, если бы она попала в кадр, ну, смотря в какой. Ну, хотя в моем кадре посыла никакого плохого не было. Тем более я вижу, что детям это интересно. И если я, знаете, одному из 100, например, детей в будущем помогу, и он станет каким-то большим спортсменом, у них же все вот это вот в голове вот в эти маленькие годы по-другому отображаются. Вот я до сих пор помню, как я видел в качалке большого дядьку, ну, ему тогда, наверное, было лет 30, а мне, ну, 10, может. И я подумал, блин, класс, хочу быть таким же. До сих пор это осталось, хотя мне 31. Ну, так вот, отвлекусь от темы, я с ними нормально поговорил, как бы все нормально. Больше меня не беспокоили, я снимал, тренировался. Что произошло сейчас? Решил я снять видос 30 хороших подтягиваний. На этих воркаут-площадках вообще детей не занимается обычно. Взрослые, которые выходят на физкультуру, ну, учителя с детьми, они не заходят на воркаут-площадку. Что было и в этот раз. В воркаут-площадке они не присутствовали. Приходит учитель физкультуры ко мне. Он не начал говорить, что тут запрещено снимать. Он сказал, покиньте стадион, вы не имеете права посещать стадион во время учебных занятий. Вообще в правилах написано, что я не имею права мешать заниматься людям, детям во время учебных занятий. То есть, пример, вот они играют в футбол, и я прихожу с пацанами и тоже играю в футбол. Ну, я им мешаю, потому что школьное занятие. Возможно, так было бы и на воркаут-площадке, знаете, если бы они подтягивались, но я никому не мешал. Человек просто решил до меня доколебаться, так скажем. Вот ему просто нечего делать. Я с ней попытался нормально говорить, что я вот занимаюсь, снимаю, веду свой YouTube-канал. Она мне начала обратно про эту несанкционированную или как там съемку. Боже, вот этот вот совдеповский бред мне загонять. Я ей говорю, я снимаю просто подтягивания. Я даже вас не снимаю, вас нету в кадре, что вам надо? Все, вон отсюда, я тут это. Ну, это недословно, я не буду называть имен. Пускай этот человек работает, тем более... Я забегу наперед, я поговорил уже с вышестоящим человеком, который является ее директором, ну, школы. Мне разрешили заниматься, за что большое спасибо. Так что пускай она работает, ну, сама суть разговора, вот это освещение, да, мне кажется, оно важно. Я говорю,
это общественное место, я могу снимать. Нет, нет, ты должен покинуть. Я говорю, я ж вам не мешаю. Я говорю, ну, зачем вы работаете, да? Вот для чего? Вот мне кажется, ты пошел в сферу образования, ты выбрал спорт, физкультура. У тебя должна душа радоваться, что люди, которые уже не учатся в школе, занимаются. А еще и детям сказать, вот смотрите, дядя занимается. Ну это же приятно. Все делятся опытом, каким-то меняются информацией полезной. Но меня просто выгоняют. Ну я сказал, я буду снимать. Ну что мне сказал, я вызову милицию. Я сказал, вызывай. Ну то есть интересно будет, приезжает милиция и меня забирают за то, что я просто занимаюсь. Но это как-то неправильно. Ну, она никого не вызвала, она меня взяла, я думаю, на понт. А может, ей уже и самой это не надо было. Я там дальше начал снимать свой видос. Естественно, настроения у меня не было. Ну, меня это задело, я решил пойти к директору школы. Прождал я 4 часа, чтобы к ней попасть. Перенес смену даже на работе, чтобы к ней попасть. В итоге у нас состоялся разговор 2,5 минуты. Она на меня посмотрела, знаете, как на идиота. Как два вот типа взрослых человека, как маленькие дети, не поделили шоколадку. Я сказал, ну занимайся, в чем проблема? Ты ж не в школе самой, не зашел в школу за эти турникеты туда, без пропуска и там что-то делаешь. Занимайся, тем более стадион школьный открыт. Я даже забор не перелезал, он открыт. Ну, вот как-то так вот получилось. Я ей сказал, она говорит, не снимай только ничего неприличного. Я говорю, вот мой канал, смотрите видосы, что я снимаю. Но она даже смотреть не захотела. Ну, ей видно было не до этого, да и мне все равно. Ну, сама суть, почему я должен спрашивать у кого-то разрешение, чтобы позаниматься. Когда в других городах Беларуси, насколько я знаю, открывают площадки, перерезают эту ленточку, и все культурно, цивильно. Директора говорят, спорт для всех, будут открыты площадки, чтобы родители могли позаниматься, да. Вот эта вот площадка, где я занимаюсь, я ее зимой убираю, очищаю от снега. Я не понимаю, за что такое отношение, не только ко мне, я знаю такое отношение и к другим людям. Почему вы так вот делаете? Мне кажется, что такие люди не должны работать с детьми в сфере образования. Ну, пускай идут, убирают полы, я не знаю, что делают. В каком-нибудь баре, где все зарыгали пьяные этот бар, ну, если им не устраивает их положение дел. Если они не хотят делать мир лучше, то на их место, я думаю, встанут другие, которые захотят этот мир сделать лучше и краше. Почему мне запрещать заниматься, если я хочу подать правильный пример? Тем более у меня есть плохой опыт жизни, связанный с алкоголем, и как это влияет на организм человека. И вот я сейчас заново стал заниматься, и насколько моя жизнь улучшилась. Мне есть что показать и рассказать той же молодежи, на собственном примере, чтобы они не занимались плохими привычками. Но меня берут и этого лишают, ну стараются лишить. Но у них ничего не получится, я пойду в отдел образования. Дойду до отдела образования, там не получится, я еще выше пойду. Я добьюсь своего вопроса, чтобы площадки были открыты. Она мне, кстати, одна из директрис сказала про то, что вот могут посторонние люди зайти, там что-то сделать во время учебных занятий. И я это прекрасно понимаю учителей, что всякие люди есть. Но можно же пойти на какой-то диалог, правильно, можно же пойти на диалог. И тем более, если они ко мне подходят, я же им не отказываю в диалоге, в разговоре. Я им объясняю, для чего снимаю, вот, пожалуйста, смотрите. В чем проблема? Я не понимаю. Я что туда пришел? С бухлом бухать, не знаю, там, что-то неприличное делать. В общем, если кто-то досмотрел видео, напишите, что вы об этом думаете. Как вы считаете, стоит ли закрывать все стадионы? А если закрыть все стадионы, то простым людям не будет где заниматься. Ни футболом, ни баскетболом, ни волейболом, ни бегом, ни воркаутом, ничем. Вот просто это все будет режимный объект, все закрыто. И все, вы нигде не позанимаетесь. Мы вернемся в 70-е, 80-е годы, во времена старых этих турников, которые, кстати, снесли, потому что там нельзя заниматься, они как-то там не зарегистрированы. Я тоже ходил письмо, собирал подписи, чтобы нам построили площадку, но это было давно. Но ее таки не построили и перекладины снесли, и заниматься не на чем. Я понимаю, что этим ребятам, которые там работают в школе, они ни разу в своей жизни не подтянулись, им это не важно, не интересно, но это важно мне. И я буду поднимать этот вопрос и пойду в нем до конца. Даже если я буду один, я буду это освещать. Если меня кто-то хочет поддержать, пожалуйста.
Я считаю, что я ничего не делаю плохого. Наоборот, мне кажется, что государство только такое должно поддержать здоровый образ жизни, потому что то, что сейчас происходит с людьми, они гнилые, как мой порог стали. Я считаю, такого не должно быть. Поэтому пишите свое мнение в комментариях, это важно.